Наверное, в каждом из наших городков остались бабушки, которые сидят в людных местах, около переходов, метро, рынков, просто на людных улицах и продают свои пожитки. Это может быть несколько банок консервации, пару пучков зелени, выращенной на подоконнике, или какие-то особо ценные вещи, которые так и не использовались ими в быту. В нашем городе тоже таких хватает. Нет, я не буду сейчас говорить о специально обученных людях, которые корчат из себя инвалидов или одиноких матерей, выманивая у прохожих деньги. Речь пойдет о тех старушках, которые делают это не ради наживы, а ради того, чтобы выжить. Признаюсь, я не любитель этих скромных маринованных наборов, в нашей семье не очень популярны заготовки. Но пройти мимо таких старушек мне просто не позволяет воспитание. Хочется им хоть как-то помочь. А если просто всучить деньги, то, конечно же, гордая бабушка не возьмет. Они ведь не попрошайки. В этот день моя супруга отправилась в Сбербанк решить вопросы, а я ожидал ее у отделения. Недалеко от входа в банк расположилась вот такая вот бабулька, у которой была пара банок консервированных помидор, немного зеленого укропа и пакет с сушеными яблоками или грушами. Скажу я вам, что на улице было довольно прохладно, наверное, все -10, а то и больше. Но бабушку это не испугало, она вышла в надежде все продать. Это довольно людное место, на почту и в отделение банка шло много людей, но почему-то никто не обращал внимания на эту женщину. После битого часа ожидания супруги я вышел покурить на улицу, а заодно и размяться. Пойду куплю у бабушки укроп хоть какой-то и помогу распродаться. Соленья у нас никто не любит, а вот зелень всегда пригодится, в противном случае жена ее заморозит. «Сколько хотите за укропчик?» Старушка, кажется, даже не поняла, что я обращаюсь именно к ней. «Укроп продаете?» «Продаю». «Так сколько стоит пучок?» «Да я даже и не знаю. Если рублей 10 дадите, это будет хорошо». Тут же я услышал за спиной мужской голос. Видимо, моя легкая рука привлекла еще одного клиента. «Почем помидорки, мать?» «Ой, какой хороший укроп и сухофрукты. Мне как раз нужны». Я обернулся и увидел довольно дорого одетого мужчину, который интересовался бабушкиными закрутками. «Да я даже и не знаю. Если по 100 рублей дашь за банку, то я тебе сухофрукты и так отдам. Кушай на здоровье, сынок». Мужчина молча снял банки с помидорами, перевернул картонную коробку и стал все туда укладывать. В прямом смысле он уложил все пожитки, которые выставила сегодня на продажу эта женщина, и понес к своему джипу, который был припаркован недалеко. Невооруженным взглядом было видно, что мужчина был из разряда довольно обеспеченных, и такие покупки не стоили ему особых затрат. Бабушка сидела с широко открытыми глазами в недоумении. Казалось, она не понимала, что происходит. Видимо, такой торговли у нее не было еще никогда. Мужчина вернулся и с какой-то нежностью в голосе спросил: «А помидорки хоть вкусные?» «Очень-очень вкусные, сыночек. Вот этими руками делала». Он достал из кошелька бумажную купюру в 5000 рублей и протянул бабушке. Она раскрыла свои глаза еще больше. «Так это, у меня сдачи не будет с такой суммы». Ну, если сама помидорки делала, а еще и с любовью, не нужно никакой сдачи. Главное, чтоб свое здоровье берегла. У бабушки в глазах появились слезы. Она держала в руках половину своей пенсии. «Да как же это? Да что же это?» – причитала она про себя, не веря в происходящее. А я стоял и улыбался, глядя то на мужчину, то на обескураженную старушку. «Наверное, ваши соленья очень вкусные, раз на них такой спрос», – улыбнулся я и подмигнул мужчине. Я смотрел на происходящее, а внутри у меня образовалось такое тепло, я ощутил какой-то безумный прилив сил, какую-то невероятную гордость за то, что в нашей стране есть такие люди. Бабушка молча собрала коробку, поблагодарила нас и ушла в сторону жилых домов. Из отделения Сбербанка вышла красивая брюнетка и уселась на переднее сиденье элитного джипа,
который неожиданно скрылся за поворотом. А ведь так хорошо, что в нашем мире остались люди, которые, невзирая на свое благосостояние, могут помочь бедным в сложное время. Побольше бы таких людей. Я искренне надеюсь на то, что добру, которое делает этот мужчина, вернется ему в 100 крат.